Глава 95. Глаза селяня моментально округлились. Никогда в жизни никто не совершал по отношению к нему подобного поступка. Во-первых, никто бы не посмел, а во-вторых, никто бы и не смог. Но этот человек возник внезапно, подобно призрачному наваждению, и принц совершенно не успел сделать ничего, чтобы ему противостоять. Оказавшись в подобном положении, он поначалу впал в смятение, попытался резко оттолкнуть того, кто перед ним, но тут же хлебнул озерной воды. Из его рта с бульканьем вырвалась вереница пузырей, подобных нитям хрустальных бусин. Под водой же категорически нельзя допускать таких потерь. Поэтому незнакомец крепче обхватил его за талию и притянул к себе еще ближе. Теперь руки принца, которыми он в суматохе пытался оттолкнуть незнакомца, оказались надежно заблокированы, прижатые к твердой груди, без возможности пошевельнуться. Губы принца также надежно захватили губы незнакомца, углубляя поцелуй, сквозь который постепенно проникло мягкое ледяное дыхание. Совершенно растерянный, застигнутый врасплох и вынужденный покориться, селянь наконец смог разглядеть, кто перед ним. Это был Хуачен. В момент, когда пришло это понимание, принц моментально прекратил сопротивление. В голове пронеслась череда беспорядочных и совсем несвоевременных мыслей, к примеру, так, значит, это Хуачен. Неудивительно, что он такой холодный. Демонам ведь не нужно дышать, а он, кто бы мог подумать, передает мне воздух. Но разве демоны могут погружаться под воду? В следующий миг Хуачен неожиданно распахнул глаз. Встретившись взглядом с черным глазом, оказавшимся в непосредственной близости, селянь вновь будто окаменел и забился в воде, подобно неуклюжему селезню, который оглупел настолько, что по несчастливой случайности начал тонуть. Однако Хуачен без особых усилий пресек его барахтание, подхватил за талию и быстро поплыл наверх. Очень скоро они рывком вынырнули на поверхность, вода была ледяной, воздух тоже сквозил прохладой, но селянь в тот самый миг ощущал, что весь пылает, от макушки до пят. Оказавшись на поверхности, принц хотел было отстраниться, но черный дым все еще парил над озером, будто выслеживающий добычу хищник, а обнаружив, что кто-то показался снаружи, немедля кинулся в атаку, преграждая пути к отступлению. Селяню удалось отпрянуть лишь на миг, но Хуачен, прижав ладонь к его затылку, притянул принца обратно, и губы, расставшиеся совсем ненадолго, вновь тесно прижались друг к другу. Селяню казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Принц ощущал, как от поцелуя немеют и горят губы. И если бы перед ним находился кто угодно другой, принц без лишних слов проткнул бы его мечом, но, как нарочно, это оказался именно Хуачен, и потому селянь совершенно не представлял, что ему делать, от безвыходности положения у него едва не выступили слезы. В тот момент взгляд принца скользнул мимо лица Хуачена, увидев, как из озерной глади рядом с ними вырвался рой бесчисленных серебристых бабочек, с пронзительным свистом дождь из бабочек, подобно плотному потоку стальной дроби, выстрелил из воды. Их крылья, сияющие блеском, по остроте сравнимые с лезвиями, в пару мгновений так изранили дух нерожденного, что тот зашелся криком и рассеялся черным дымом во все стороны, пытаясь убежать. Однако бабочки боевым порядком рассредоточились по озеру, зажав беглеца в центре, и как бы он ни пытался пробиться через их строй, ничего не получалось. Хуачен тем временем, даже не подняв взгляда на происходящее над ними, снова крепко прижал селяня к себе и погрузился под воду. Спустя еще некоторое время их губы наконец разомкнулись. Стоило этому случиться, и изо рта селяня снова вереницей хлынули пузыри, а Хуачен выбросил в сторону руку, в которой оказались игральные кости. Даже в воде кости закружились на удивление быстро, подняв мощный водоворот, а затем застыли. После мужчины вновь вынырнули на поверхность. На этот раз берег оказался совсем близко, и Хуачен поплыл к нему вместе с селянем. Где именно они оказались, неясно. На берегу сияли огни фонарей, и слышались людские голоса, то ли далекие, то ли близкие. Следом за ними вылетел в небо рой бабочек, сковавший сгусток черного дыма. Они тут же помчались к мерцающим на берегу огням, оставляя за собой лишь отголосок пронзительного крика духа ребенка: «Мама!
Они добрались до берега и тяжело упали на землю лицом к лицу. Лишь теперь Селянь смог рассмотреть образ Хуачена перед собой. На самом деле после их последней встречи прошло всего несколько дней, но Селяню показалось, что они не виделись уже очень давно. Каждый раз Хуачен выглядел по-иному красиво и теперь, кажется, вновь повзрослел на пару лет. Его облик, и без того прекрасный, от блеска воды сделался еще более ослепительным. Чрезвычайно черные волосы, чрезвычайная белизна кожи, чрезвычайно тонкая прядь волос возле правой щеки заплетена в косицу, в которую старательно вплетена красная нить. Селянь впервые заметил, что на линии роста волос у Хуачена едва заметно выделяется мыс красавицы, из-за которого черты лица визуально приобретают изящество, но при этом убийственная энергия, исходящая от черной повязки на правом глазу, разбавляет изящную красоту, приближая ее к идеальному балансу. Хуачен хмурился, будто пытался сдержать внутри эмоции. Тихо отдышавшись, он заговорил, и голос его зазвучал заметно ниже обычного. «Ваше Высочество, я с кончиков волос и всего тела Селяня каплями стекала вода». Его губы раскраснелись и припухли, взгляд опустел, он довольно долго оставался неподвижен, а потом замямлил. «Я», принц неизвестное множество раз произнес «я», а затем у него вдруг вырвалось совершенно внезапное «я немного проголодался». Хуачен замер, услышав его слова. Селянь, который еще не оправился от потрясения, снова спутанно пробормотал «нет». Я немного притомился, он перевернулся, оказавшись к Хуачену спиной, оперся на руки и колени и начал медленно шарить по земле руками, будто бы в поисках чего-то. Хуачен за его спиной спросил, что ты ищешь, Селянь сам себе не отдавал отчета в том, что не решается посмотреть на Хуачена. Я ищу одну вещь. Я ищу свою шляпу. Где же моя шляпа? Сумбурно проговорил принц. Окажись на месте Хуачена сейчас кто-то другой, увидев подобную картину, он бы непременно в ужасе закричал: «Дело плохо, он повредился умом». Но на самом деле Селянь всего лишь излишне переволновался, никогда раньше ему не приходилось переживать ничего подобного, поэтому принц ненадолго потерял над собой контроль. Перебирая руками и ногами, Селянь на несколько шагов отполз от Хуачена, все так же спиной к нему, при этом бормоча: «Я никак не найду ее. Мне нужно идти. Мне нужно вернуться домой поесть, мне нужно собирать мусор», — Хуачен произнес: «Прости». Ощутив, что голос за спиной приблизился, Селянь моментально подскочил и воскликнул: «Я должен идти», — он закричал так, будто бы звал на помощь. Хуачен возразил: «Нет», Селянь второпях вознамерился убежать, но не сделал и нескольких шагов, как поскользнулся и вновь повалился на землю. Обернувшись, он увидел за собой кровавый след. Игла, которая ранее вонзилась ему в ногу, теперь целиком вошла в ступню. Хуачен одним движением ухватил принца за лодыжку: «Что с тобой?» Даже тон его голоса переменился. Селянь поспешно выдернул ногу из захвата. «Ничего, мне совсем не больно, пустяки», в голосе Хуачена послышались нотки гнева. «Как тебе может быть не больно?» С такими словами он принялся за дело, собираясь стянуть с Селяня сапог, отчего тот перепугался настолько, что пополз прочь, на ходу выкрикивая: «Нет». «Не надо», принц пытался отползти, Хуачен же не давал ему этого сделать, держа за ногу. Неразбериха между ними наконец привлекла внимание людей на берегу. Поднялся шум, толпа каких-то неказистых существ с воплями и завываниями окружила их, наперебой взвизгивая: «Наглецы! Кто такие? Не знаете, где находитесь? Жить надоело, захотели помереть еще разок? Матушки мои, да ведь это градоначальник!» Толпа демонов стройным хором выкрикнула: «Приветствуем нашего уважаемого градоначальника!» Селянь в душе издал вопль ужаса и посетовал, что не может закрыть лицо обеими руками. Они оказались в призрачном городе. В толпе присутствовало немало существ, которых Селянь уже мельком видел в прошлый свой визит сюда, он даже разглядел среди остальных знакомую голову вепря. Промокших до нитки мужчин со всех сторон обступили всевозможные демоны, при этом Хуачен все еще держал его за лодыжку, не собираясь отпускать.
Глубочайший эмоциональный удар, который нанесла эта картина, наконец заставил селяня немного прийти в себя. К неожиданности принца, разглядев, что один из участников действа, Хуачен, демоны пришли в еще большее возбуждение и разразились криками: «Градоначальник! Вы тут кого-то насилуете! Не нужна ли помощь? Мы можем ее подержать, Хуачен!» Прочь, и демоны второпях покатились прочь. Но даже несмотря на то, что теперь они наблюдали издалека, не решаясь подобраться ближе, селяню все равно очень хотелось сейчас потерять сознание и ничего не помнить, поскольку Хуачен уже поднялся, затем наклонился и аккуратно подхватил принца на руки, спокойным шагом направившись в сторону города. На селяне до сих пор красовалось женское платье, и оставалось возблагодарить небеса за то, что подушка уже давно выпала из-под юбок, иначе картина действительно могла бы стать еще ужаснее. Однако именно испытанный ужас заставил сознание принца окончательно проясниться. Он попытался вырваться из рук Хуачена, но ничего не вышло, поэтому принц тихо кашлянул и сказал: «Сань Лан, прости. Только что я немного утратил самообладание. Мне так неловко перед тобой». Случившееся в тот момент поистине стало для принца слишком серьезным ударом. Пока назовем это ударом, все-таки подобное произошло с ним впервые. Однако имеются и другие причины, не только это. Ведь за несколько сотен лет принцу приходилось не раз сталкиваться с очаровательными демоницами, которые пытались соблазнить его обнаженными телами, но селянь никогда еще не выставлял себя таким посмешищем. Почему же теперь он вот так себя повел? Оставалось лишь одно объяснение, которое смог выдумать принц, наверняка все потому, что советник обучил его, как противостоять женским чарам, а вот как справиться с мужчинами, не рассказал. Поэтому принц, не имея ни малейшего опыта, оказался застигнут врасплох. Воскресив в памяти свою реакцию от начала до конца, селянь слегка устыдился и почувствовал ужасное волнение, подумав: Сань Лан ведь преследовал благие намерения, а я перепугался до безобразия. По отношению к тому, кто желал помочь, это явно не слишком вежливо. Однако Хуачен ответил ему: «Ничего подобного, это мне не стоило действовать необдуманно. Я оскорбил ГГ. Это Сань Лану стоит приносить тебе извинения, не наоборот». Видя, что Хуачен не принял близко к сердцу его реакцию, селянь про себя облегченно выдохнул, а вслух сказал: «В той ситуации не оставалось иного выбора, ты ведь просто хотел помочь мне, не более. Ничего страшного в этом нет». Кстати, тут он припомнил, чем, собственно, занимался Сань Лан, почему ты вдруг появился там. «И где дух нерожденного?» — Хуачен произнес тоном, не терпящим возражений: «Сначала нужно залечить рану». За разговором они уже оказались возле роскошного здания. Селянь поднял взгляд и увидел надпись на табличке, которая гласила «Дом блаженства». Принца постигло крайнее потрясение: неужели сожженный Дом блаженства отстроили столь быстро? Кроме того, без единого отличия от прежнего. Но все-таки он, чувствуя себя виноватым, не решился спрашивать. Хуачен внес его внутрь на руках и усадил на кушетку из черного нефрита. Затем опустился на одно колено, взялся за пораненную ногу селяня и осмотрел маленькую дырочку на подошве, залитую кровью. Подобная поза вселила в принца чрезвычайное беспокойство. Он воскликнул: «Так ведь не годится!» И захотел слезть с кушетки, однако Хуачен вернул его обратно, не дав подняться, а затем уверенным быстрым движением снял с ноги селяня сапог вместе с носком. Именно эту ногу селяня сковывала проклятая канга, которая обручем глубокого черного цвета охватывала белую лодыжку, выделяясь непомерно ярким контрастом. Взгляд Хуачена лишь на пару мгновений задержался на мягких линиях лодыжки принца, после чего он прижал ладонь к ранке на ступне и сказал селяню: «Возможно, немного поболит. ГГ, не нужно терпеть. Если будет больно, кричи».